192.0. У меня про него есть отдельная история. Эта машина 3 или 4 года назад отбила у меня все желание заниматься каеджетрониками. И вот он ко мне приехал теперь на электронный впрыск. О, нормально заводится для каешки. Коротко о том, как работает кае. Машину немножко подколбашивает, скорее всего моросят форсунки на холостом и пропуски при нажатии на педаль газа. С лампу сделать. Вот сюда длинную. Ну, я тебе скажу, и так сойдет. В общем, история про этот 190 двухлитровый. 4 года назад эта машина, будучи у другого владельца, у женщины, приехала ко мне на ремонт кае. Она меня доконала за 3 недели. Все параметры, все в допуске. Форсунки новые, свечи, провода, бегунок, крышка. Все новое, все проверено. Давление все в норме, наливы отрегулированы. Все в порядке. Кае должен идеально работать. Но идеально он не заработал. После этого было предложено поставить электронный впрыск. Тогда он еще был на стадии разработки. Люди согласились. Ждали, когда будет рабочий продукт, не дождались, продали машину. И вот новый хозяин машины каким-то образом меня нашел. И в итоге вот мы будем сейчас переводить его на электронный впрыск. И еще один такой интересный момент. Новый хозяин машины, молодой хлопец, который тот еще пекарь, на «Жигулях» выпекал, да? На 402 метра. Да. Вот, на этом Мерседесе тоже хочет выпекать. И будем ставить сюда турбину. Если не врубишь заднюю, будет турбо. Поэтому мы сразу делаем заготовку под турбо. Было куплено, хозяин сам купил, я ему подсказал, что найти. Тогда еще рампы я не делал свои. Рампа от Saab 2.3, кажется, турбовый. Угу. Форсунки, соответственно, от него же. То есть их должно хватить на турбовый 2.0 102 мотор. Мы их будем проливать, будем смотреть, сколько у них производительность. Сегодня мы начнем с примерки рампы, потихоньку наводить тут порядок, замена шлангов подачи, уберем дозатор, уберем форсунки и будем примерять рампу. Рампа, возможно, будет высокая, то есть нужно будет посмотреть, как подогнуть штуцера. Она с регулятором давления сразу. И мы будем смотреть, где что нужно подогнуть, потому что она намного выше, чем те рампы, которые делаю я. Сантиметра 2-3, но здесь по вот этим креплениям это критично. Вот, поэтому мы ее примеряем и накинем фильтр. Если же фильтр не будет становиться, то, скорее всего, мы будем ставить кастомную рампу сюда, чтобы, как на 190-ке в лиде, которая 1.8, там все стало идеально, как по заводу. Чтобы проводка нам не мешала, мы ее снимаем и отводим в сторону. Все равно нам нужно будет делать ее ревизию. В общем, со всех датчиков везде все поснимали. От коммутатора снимается вот эта фишка, откручивается винтик сигнала ТД. И вот эта фишка, она часто ломается, поэтому ее проще разобрать. Но чтобы там не потерялись пины, мы ее собрали вот в таком виде, чтобы пины не вывалились из половинки фишки. И дальше мы эту косу отводим в сторону. Она нам пока не нужна. Это моторная коса, каешная. Ну и частично на коммутатор она идет. Все, она нам не мешает. У нас теперь открыт доступ, чтобы снять дозатор и примерять топливную рампу. Вот эту моторную косу, в принципе, тоже можно ее отвести в сторону. Не моторную, а которая кузовная часть. Накинули мы воздушный фильтр, и вот получается с сабовскими рампами, в принципе, чего и следовало ожидать, она упирается, потому что рампа достаточно высокая.
здесь не садится. Как бы это не критично, но мы попробуем сейчас рампу другой стороной развернуть и посмотрим, может быть, это поможет. Спилили здесь мы ушки, которые мешали, в которые упирался воздушный фильтр. Где они? Куда ты их делал? Вот. Вот такие кусочки были ушек, мы их спилили. Вот этот штуцер мы немножко отогнули, чтобы здесь не упирался. И этот штуцер мы немножко отогнули. Развернули регулятор давления. Вот. И таким образом у нас получается без каких-либо проблем становится рампа. Форсунки мы будем ориентировать именно таким образом, потому что, во-первых, здесь есть топора, но они особой проблемы не делают, их можно спилить и развернуть форсунки как угодно. Но здесь будет патрубок регулятора холостого хода, и фишка здесь будет очень не кстати. Вот, мы будем размещать таким образом, как мы ставили на 190-ке 1.8 в лиде. Форсунки, фишки форсунок параллельно раннерам коллектора. И в целом получилось вот так. Села она плотно уже на рампу, на самой рампе сидит. Рампа, может быть, еще немножко ниже подожмется за счет того, когда мы ее будем притягивать к тем болтам. И все стало отлично. То есть фильтр стоит как родной. Вот такие переходные пластинки заготовлены под переход на саабовскую рампу. 25 мм расстояние между отверстиями. Получился вот такой кронштейн. Это с одной стороны. Вот с другой стороны. Этот прикручивается к коллектору 102 мотора. На этот садится рампа Saab. Они будут стоять немножко вот так вот под углом. Тем самым мы нивелируем вот это расстояние и вот это. Их можно повернуть, подрегулировать прямо на коллекторе. Вот таким образом монтируются кронштейны для рампы от Saab. Через переходные вот эти пластины закреплена рампа Saab. Очень крепко, очень надежно. Мы ее выбрали именно этой стороной. Она необслуживаемая, то есть давление в ней померить становится невозможным. Но мы так сделали для того, чтобы становился воздушный фильтр. Шланги топливные. Вот у нас обратка. Мы не резали старый, можно его вот прямо к трубке сделать, да, но мы как бы не резали, мы закрепили его здесь. Восьмерку натянули через грибочек, можно его срезать, можно обточить, как угодно. Мы сделали так. Здесь мы прихватили шланги между собой, чтобы они красиво, плотно тут висели, чтобы ничего не телепалось. Подача опущена под коллектором и выходит вот оттуда. Дальше. Форсунки. У форсунок были стопора, мы их поставили задом наперед. Теперь форсунка может проворачиваться плотненько, но она может проворачиваться, и мы ее можем фишкой сориентировать в любую удобную для нас сторону. То есть вот здесь становится патрубок РХХ, нам нужно будет фишку немножко подворачивать. Так же, как, собственно говоря, наверное, и вот эту в какую-то из сторон. То есть здесь можно сейчас положение форсунок немножко обыграть. Распилил я пусковую форсунку, поскольку она нам больше уже не представляет нам какого-либо интереса рабочего, а чисто как заглушка. Вот здесь я достал обмотку и вот, собственно, сам запорный поршенек. Вторая его часть осталась где-то здесь. Пусковая форсунка в разрезе. Начинаем срезать вот этот вот задубевший пластик с проводов, который со временем ломается, когда пересохнет, и режет провода. Проводка в целом здесь в офигительном состоянии. Провода все просто огонь. Вот это вот моторная, вот это вот форсуночная. Мы будем одну к другой подключать. В общем, МАП мы подключаем, берем фишку EGRD. Это будет у нас плюс 5 вольт и сигнал с датчика МАП. МАП мы поставили сюда. Мерседес с компрессорной цешки под будущее турбо будет здесь хорошо. Но нам на него нужно прокинуть массу. Я перекусываю... Ой, какие руки грязные. Я перекусываю фишку, которая на форсунку пусковую. И эту массу запущу сюда к МАПу.
К вот этому проводу, на котором появляется 12 вольт при включении зажигания, это у нас регулятор холостого хода. Это красный с синей полосой. К нему нужно будет подключить питание форсунок. Это у нас вот эти все розовые провода. Пока в гаражах отключили свет, работаем без света, с фонариками. Ну, я вот сделал вот такую вот приблуду, распотрошил одну схемку и сделал диоды на каждый пин ЭБУ, для того, чтобы сейчас проверить проводку. Получается, когда питание здесь появляется на первом пине, как положено, если оно появилось, загорается белый диод, он там посерединке. Если есть, конечно, в мозгах еще и масса. Вот. А остальные диоды загораются по мере того, как я пины, которые соответствуют этим диодам, замыкаю на массу. Подключил я приблуду для диагностики проводки. И вот мы имеем два провода ЭГРД и подключенная к ним заведенная масса, которая будет использоваться. В общем, когда я взял массу от коллектора, когда я замыкаю провода на массу, то там должны загораться диоды, соответствующие этому пину. Вот, например, 12 пин, вот 10 пин. Если при этом загорается в паре еще какой-то диод, значит этот провод и тот, который загорелся, пара, между собой в косе имеют короткое замыкание, то есть они перетерлись и соприкасаются. Если диод не загорается, значит провод до того места, где я меряю, в обрыве. В общем, на 190-х есть такой косячок, это уже не первый раз я сталкиваюсь, на 102-х моторах точно. А учитывая, что в последнее время у меня как-то очень много 190-х, и только 190-е в основном просятся на установку, то мы сталкиваемся с таким моментом, что датчик температуры всасываемого воздуха, который там в кастрюле стоит, он где-то, вот его разъем, он идет в коммутатор. Причем на электросхемах, ну, у меня в основном электросхемы на 124, он идет в Каеджетроник, и там проблем никаких нету. Но для того, чтобы ЭБУ могло определять температуру всасываемого воздуха, здесь я не стал его перепиновывать с коммутатора на Jetronic, но все равно его надо в ЭБУ заводить. Пин номер 11, вот здесь он снизу, третий, там пустышка. Вот, я его сюда добавил. Пускаю сверху косы, потому что не хочу, в принципе, целую косу потрошить. Вот, я его по косе потом веду и подключать буду к датчику MAP. У нас датчик MAP ваговский, он же меряет и температуру. В идеале, конечно, нужно сверлить под дросселем площадку под MAP и вкручивать его сразу за дросселем. Вот, но особо на эксплуатационные характеристики здесь не повлияет. Если мы поставим его на вакуумный шланг, он будет мерить температуру, скажем, температуру коллектора. Это незначительно повлияет, потому что ему нужно знать температуру среды, в которой он меряет давление. То есть воздух в коллекторе будет примерно такой же температуры, как и сам коллектор. Поэтому это не столь критично. Но если вы хотите сделать все прям по фэншуй, то нужно сверлить под дросселем площадку под MAP и ставить MAP с датчиком температуры воздуха. Закончили мы прокладку проводки. MAP мы решили поставить здесь на раннер. Все равно его значения, все его колебания в ЭБУ выровняются. Он будет показывать усредненное давление по коллектору. Как бы я уже проверял на двух разных 190-ках, что там, что когда тут MAP стоит, разницы особой никакой и нет. Но вообще, как бы в идеале, если прям вообще фэншуйно делать, то лучше его ставить прямо сразу за дросселем в ресивер, чтобы он мерил разрежение потока. Ну, как карбюратор, условно говоря, работает по разрежению потока через дроссель. Вот, проводку мы сделали полную ревизию. Она была целая, мы ничего не ремонтировали. Она в очень хорошем состоянии. Мы добавили два провода к потенциометру, канал 1, канал 2 форсунок, канал 1, канал 2. И плюс от форсунок мы подключили к плюсу, который идет на РХХ. РХХ минусом управляется, на нем при включении зажигания появляется плюс 12 вольт от реле перегрузки. Далее MAP плюс 5 вольт и сигнал подключаются к проводам ЭГРД.
масса к пусковую форсунку мы убрали. Массу пусковой форсунки на массу MAP протянули провод, ничего не удлиняли, так его хватило. Эту фишку я решил, она тут Г-образная, ее вниз сориентировать, чтобы в воздушный фильтр ничего не упиралось. И который провод, это только в 190-х, в 124-х я такого не встречал. Датчик температуры, он идет на коммутатор, вот на эту круглую фишку. Пин номер 4, кажется. Вот. А в ЭБУ датчик температуры воздуха не заводится. Поэтому его нужно в 190-х Мерседесах прокладывать в пин номер 11 разъема Jetronic, и потом вдоль косы его проложил до мапа. В перспективе машина будет турбовая, поэтому мап будет переноситься на коллектор потом, когда уже будет ставиться турбина, когда тут будет все это разбираться. Сейчас пока установка впрыска. Мап сразу турбовый, форсунки сразу 400 кубов, Saab 2.3 турбо. То есть здесь будет 2.0 турбо, в перспективе 2.3. Выкрутили мы свечки, посмотреть. Охренеть. Охренеть. Какие они конченые. Ну ничего, мы их обратно же вкручиваем. И будем отстраивать машину на этих свечах. Потом я их выкручу, когда мы настроим машину. Поскольку работаю не у себя в мастерской, абсолютно неподготовленным приехал, вроде бы захватил все, что нужно, типа там ключ для лямбды и так далее, но не взял с собой мерные стаканчики, не взял с собой еще какую-то там мелочь, ну, в общем, все не предусмотришь. В общем, проливали мы сабовские форсунки в бутылку, а потом переливали в 200-граммовые стаканчики. За полминуты, получается, у нас производительность 200 кубиков, то есть форсунки 400 кубов. Машина 2 литра, этого для нее очень много. Вот, но поскольку у нас идет перспектива на турбо, вот, поэтому мы сразу ее настроим сейчас всю атмозону, а под турбо эти же форсунки останутся, и мы будем катать дальше. Ну что, начинаем конфигурировать блок. Поначалу здесь много ошибок, потому что блок еще не был установлен на машине. Вот, поэтому ошибки все эти имеют место быть. Это просто установленные биты везде. Дальше. Начинаем конфигурацию. Объем. Я тут уже немножко что-то начинал делать. 2000. Число цилиндров 4. Порядок работы. Отсечка. Производительность форсунок у нас 400. Map. При включенном зажигании лучше делать. Ну, мало ли, я всегда с включенным зажиганием делаю. Лак форсунок. 1600 много. Попробуем с маленьких значений начать. О, на 1000 их практически не слышно. 1100. Тест. Точно так же. Не слышно форсунки. Ну, то есть я их слышу, на камере, наверное, они не будут слышны. Все громче и громче. Ну, сейчас мне подсказывает, что они будут, как стандартные бошевские форсунки, 1,5 миллисекунды. Вот, чуть громче становится. Dead time у них будет, наверное, 1500. О, 1400. На этом мы значении и остановимся. Сохраняем. Пока мы делали конфигурацию, за это время у нас успела выскочить ошибка. Скорее всего, она по мапу, потому что мап у нас турбовый, а здесь было прописано значение для атмосферного. То есть его напряжение на заглушенной машине не соответствовало значению для 100 килопаскалей. Поэтому это ошибка. Давление в выпускном коллекторе значительно отличается от атмосферного при заглушенном двигателе. Это она и есть. Поскольку конфиг я сейчас прописал уже тот, который должен быть под этот map нормальный, то у нас должна ошибка стереться. Сейчас проверим еще раз его напряжение. Да, то есть оно все нормально. Ошибка стерлась.
И смотрим на телеметрию. Да, мы видим в коллекторе атмосферу 100-101 килопаскалей. Как мы видим, этот МАП ваговский, он аж на целых 320 килопаскалей. То есть 5 вольт это 3,2 атмосферы. В Мерса можно задувать 2,2 бара, я тебе так скажу. Но он скорее развалится, чем будет Ну, работать. Далее. Конфигурация датчиков. Значит, охлаждающие жидкости мы меряем сейчас. Сколько у тебя в гараже температура? Есть градусник? Есть. Сколько? Меряем его сопротивление и вводим температуру, при которой мы мерили. Это холодная охлаждающая 12. жидкость. Это для 12 градусов Цельсия. Для горячей пока что прописываем 250, 87 градусов. Холодный впуск. Меряем сопротивление. Тоже пишем 12 градусов. Кстати, для холодный впуск лучше делать зимой температуру на, скажем, датчик. Скажи, у тебя пирометр есть? Пирометра нет. То есть мы, по большому счету, откалибровать датчик всасываемого воздуха сейчас вряд ли сможем очень точно. Поэтому мы ведем пока такие же значения, как для мапа, как для DTOS. Но потом по возможности мы у меня в мастерской перекалибруем его, скажем, вот эту вот горячую точку. В принципе, он скорее терморезистор по с характеристикам, скорее всего, такой же, как и DTOS стоит. Они все, в принципе, терморезисторы очень похожи друг на друга. Пока делаем так, пока у нас нет других вариантов. Ну, по-хорошему можно взять, допустим, скажем, напальчник, надеть на мап. Или же, вот, например, взять, вот он как с резиночкой, да, идет, там, с шлангом на коллектор надевается. Можно его заткнуть болтом и, допустим, окунать в кипяток и в кипящей воде мерить сопротивление и, например, назначить это как точку 100 градусов Цельсия. Это будет прям очень-очень хорошая калибровка. То есть способов много. Как хотите, так и делайте. Датчик кислорода у нас здесь будет широкополосный. Мы по нему будем катать. Он, получается, до 5 вольт у него сигнал, выход. Ширина окна допуска делаем узкая, 100 милливольт. Время перерасчета коррекции максимально быстро, то есть самое маленькое, 5 миллисекунд. Окей, сохраняем. Дальше, конфигурация регулятора холостого хода. Здесь мы, когда будем первый раз заводить машину, мы здесь поставим везде 160 единиц, чтобы у нас регулятор холостого хода открылся широко и не закрывался. Вот слышно, как он запищал. То есть, когда я выбираю ему здесь значение вручную, он на это значение устанавливается. Здесь ставим 850 холостой. И эту галочку тоже, это для механики очень хорошо. Все, окей. Сохранить. Сохраняем. Так, у нас как бы уже конфигурация есть. Мы можем сгенерировать таблицу впрыска. Нажимаем кнопку шаблон. Нам генерируется таблица впрыска. Вот видно, что он до этого, на 3,2 этих, короче, форсунок хватит. Сейчас скажу докуда. Ну вот, до 4000 оборотов при давлении 3,2 абсолютном, условно говоря, здесь форсунки заканчиваются. То есть вот 4500, 5, их время начинает уменьшаться, потому что, скажем, 2 оборота коленвал делает быстрее, чем нужно для работы форсунки. То есть здесь видно, докуда форсунок хватает. То есть мы видим, что до 6000 оборотов, 6250, до давления 200 килопаскалей их хватит. То есть до бара этих форсунок, ну то есть вот здесь в таблице до бара их хватит. Выше, то есть до отсечки будет бедниться смесь. То есть форсунок вот здесь будет уже не хватать. Но у нас пока вот нижняя таблица атмозона будет работать. Так, в принципе, мы нажимаем сохранить. Топливная карта сохраняется.
Таблица целевого сигнала датчика кислорода. Это для узкополосного, у нас широкополосный. Делаем шаблон. Вот он шаблон. Вот это вот уже смесь будет около 11, наверное, с половиной. Где-то вот здесь вот АФР. Это все, что под бустом. Но у нас опять-таки атмосферная машина выше вот этой полки не поедет. Может быть, вот эти ячейки еще немножко заденет. Так, сохраняем. Таблица коррекции по датчику кислорода. Нулевая, как надо. Таблица обогащения. Ну, это шаблонная, которую я использую, в принципе, на всех автомобилях, куда подключаю. Здесь у нас обогащение по температуре антифриза, обогащение после запуска двигателя, первичное обогащение и сколько секунд оно будет затухать при стартовых температурах. Предвпрыск 5 порций по сколько миллисекунд. Ускорительный насос. Кто знаком с карбюраторами, знает, что это и для чего это нужно. В принципе, у нас машина готова к запуску. Ну давай первый запуск. Я вот даже вот с одного дубля не буду ничего убирать. Только единственное, что я отключу комп, потому что бывает, что надо, чтобы ЭБУ запустилась вместе с машиной. Бывает такое, что по шнурку не хочет запускаться нормально. Ну что? Только с передачи сними. У меня с передачи снят. Давай. Включаешь зажигание. Слышишь форсунки и РХХ. Давай. Отработали, значит ЭБУ работает и готова к запуску. Давай. Лямбы нету! Но это первый запуск, самый-самый первый. На шаблонной карте. Слушай, на шаблонной карте. Как он завелся? Отлично. У тебя каеток заводился? Никогда в жизни. Как ты рад, покажи. Я Покажи, как ты рад. Я даже- Палец вверх, давай. Вот так. 2 пальца. Да, от вас тоже требуется пальцы вверх. Ну, не требуется, но мне будет очень приятно. Так, контроллер запустился. У нас датчик 4.9. И сейчас мы будем его калибровать. Калибровать его нужно на открытом воздухе, поэтому я разместил контроллер вот так, а датчик у меня на вытянутой руке, поближе к воротам пойду. Когда начнется калибровка. Сначала он прогревается. Вот он прогрелся. Калибровка у него сбитая. Он должен показывать 20-21. Я датчик поменял, потому что старый сдох. Он свое отработал. Так, запускаем калибровку. И пошло обучение датчика. Вот таким образом. Ну, подержи его пока. Да, вот так вот. Желательно, чтобы не было ветра, чтобы не обдувало его ветром. То есть он должен на открытом воздухе, на чистом воздухе калиброваться в безветренную погоду. Вот константа у нас какая-то получилась. И вот у нас смесь становится 20,5, 21. То есть в этом диапазоне отсвечивает. Вот 29. То есть все, лямбда у нас сейчас откалиброванная. Можно вкручивать в коллектор и выезжать. Ну вот, собственно, подключил я контроллер от компа, то есть он нормально работает, все, да. И более того скажу, я сейчас подключил другой сенсор, я купил ваговские 4.9, там с какой-то аудюхи Q7 или какой сенсоры. Вот, один поставил, второй про запас просто кинул, потом попробую его. То есть, нормально он откалибровался, никаких ошибок не выскакивало и все работает. То есть, мне кажется, что просто тот сенсор 4.2, который я юзал до этого, что он свое, скорее всего, уже отработал. Вот, сейчас поедем настраивать машину, если вдруг что-то не так, то, покажу, поделюсь. У нас тут радио с антенкой. Предпрыск форсунок сработал, РХХ щелкнул, лямбда на месте, заводи. РХХ обороты еще не регулирует, потому что мы его поставили в фиксированное положение. Прогреем машину и сделаем немножко поменьше холостой ход. Откалибруем температуру на горячую и будем выезжать катать смесь. В общем, машина почти прогрелась. Высокий холостой, потому что я здесь установил.
высокое значение холостого хода, и он не регулируется. Будем подключаться сейчас по Bluetooth. Для этого мы переходим в настройки Bluetooth на ПК. О, смесь как выше стала, слышишь? Обороты поднялись. Поднялись, да. Подключаемся к Bluetooth. Пароль на всех по умолчанию 1, 2, 3, 4. Очень высокие обороты стали. Сейчас будем править. Пароль 1, 2, 3, 4. Вот переходим в конфигурацию и задаем ему. Так, нам надо сейчас 1500 оборотов сделать. Мы сейчас здесь начнем уменьшать. Сколько там оборотов, посмотри. Ну, в принципе, я здесь вижу 1766. Ну, почти 1500, там, чуть-чуть. Ну, пока сделаем пока так. Базовая позиция. Можно чуть-чуть выше. Ну, мы все равно будем перенастраивать, когда мы настроим смесь. Это такие, скажем, базовые настройки. И минимальная позиция. Попробуем 120 и уменьшать потихоньку. Смотрим. В принципе, меня устраивает. Базовая позиция 1100 с небольшим. Максимальная позиция 1335. Ну, я думаю, так будет нормально ему. Все, здесь мы окей, сохранить. Да. У нас есть ошибка. Ошибка. Почем у нас ошибка? Напряжение сигнала датчика кислорода ниже минимального уровня сигнала. Окей. Так, а я лямбду. Ну правильно, потому что я не подключил выход с контроллера на вход ИБУ. Я понял. Не проблема. Мы подключаем. Смотрим. И вот, да, теперь мы видим смесь. И вот наша теперь таблица коррекции по датчику кислорода. Вот, начинает виднеть. У нас богатая смесь, потому что карта шаблонная. Но что я сейчас хотел сделать? Перекалибровать датчики. У нас температура двигателя 87 есть там рабочая? Посмотри на приборке. Нет, 80, он только остудил его. 80, да? Уже вентилятор срабатывал. Срабатывал. А вообще рабочий у него сколько? 80 с небольшим, да? Ну, где-то вот так 85 будет у него рабочий. Ага, значит, наверное, термостат на 83 стоит. Тогда мы измеряем температуру датчика. И здесь прописываем 83 градуса. Это его рабочая температура и термостат на 83. Все, сохраняем. И теперь мы видим, что у нас температура двигателя 82 градуса. Температура впуска 25. То есть видно, что МАП греется. Но перекалибровать его лучше, конечно, по пирометру, либо, допустим, нагревать его феном и рядом расположить электронный термометр. В общем, мы закончили установку. О том, что здесь нет КЕ, палит только вот эти два топливных шланга. Можно подумать, что это ГБО, но не суть. И вот кусочек рампы. Вот все, что как бы палит. Ну и вот здесь виднеется форсунка с разъемом. То есть, ну как бы регулятор здесь.
Даже и не скажешь, что здесь что-то стоит инородное. То есть, ну, тачка на КАЕ и на КАЕ. Все. Но она не на КАЕ Jetronik, она теперь на Jetronik. У меня с фантазией проблемы, я поэтому решил не придумывать какое-то название, а просто обрезал букву К, потому что здесь теперь электронное все, то есть он Jetronik. В общем, в чем сейчас будет заключаться настройка? Вот мы видим, что он уперся в предел объединения минус 125 единиц. Мы сейчас поедем, прокатимся немножко, там, ну, 3-5 минут он забогатит, там, забеднит всю карту, там, в том диапазоне, где мы будем ездить. Я буду нажимать кнопку «Применить». Как только он опять что-то отредактировал, я опять нажимаю «Применить». Ну и так много-много циклов. За час-полтора машина будет настроена, я думаю. Ну, поехали кататься. В общем, пока мы ездили, уже стемнело, мы попали в час пик. Пятница, перед 9 мая, все едут за город, трассы забитые. И нам, чтобы погнать машину во всех режимах, которых мы хотели, нам пришлось как бы это делать намного дольше. И тем не менее, мы столкнулись опять с проблемами по коммутатору очередному на 190-м Мерседесе. Буду я переделать схему на то, чтобы ЭБУ брала сигнал от катушки зажигания. Так будет надежнее. Потому что что-то коммутаторы очень часто стали моросить. Но хозяин захотел проверить сейчас отсечку, потому что я сейчас ему ее кастрирую, и будет отсечка чисто по бензонасосу. Но я ему сейчас поставил 5500, и он хочет послушать, как она будет на электронном впрыске работать. Ну давай, пекарь, заводи. А, у нас еще выхлоп успел прогореть, пока мы ездили. Ну что, нравится? Говорит, классно. В одном из видео мы выкручивали свечи после езды на КАЕ Jetronik. Они были полностью черные. Мы их не чистили, также вкрутили двигатель. И машина была переведена на электронный впрыск и уже настроена. Проехала около 200 километров. И сейчас мы решили выкрутить свечи еще раз, чтобы посмотреть, какая она сейчас. И вот результат. Свеча полностью чистая. Еще раз повторюсь, вручную мы ее не чистили. Все двигатель сделал сам.